Всем привет! В этом видео приготовим кремовые цветы со вкусом маракуйи. Если вам интересно, смотрите дальше. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Замачиваем желатин в холодной воде, оставляем для набухания. Отмеряем нужное количество пюре маракуйи и добавляем мед. Мед выбираем качественный, ароматный. Я использую липовый мед. Добавляем белый шоколад, какао-масло, и сыр маскарпоне. Подогреваем желатин, перемешиваем до полного растворения. Также подогреваем основную массу. Набухший растопленный желатин перемешиваем, вводим в основную массу и все перебиваем блендером до однородности. Чтобы добиться более яркого цвета, я добавила куркуму. Также можно использовать и желтый краситель. И опять все перебиваем блендером до однородности. Берем молды для цветов. Конечно, можно готовить не только цветы. Для фигурок такой крем особо не подходит, если фигурки объемные, высокие. Крем довольно нежный, и высокие фигурки будет шататься, тогда их надо дополнительно ставить на спашку, чтобы они держались. Наполняем формочки, и потом надо отстучать каждую формочку, чтобы крем равномерно распределился, чтобы пузыри, которые внутри образовались, поднялись вверх, и нигде не остались пустоты. Далее наполненные формочки с кремом я ставлю в морозилку. Так процесс проходит быстрее. Можно ставить в холодильник примерно на 12 часов, а можно поставить в морозилку на 30 минут или на час. Тут смотря какая формочка, насколько много крема. Крем у меня остыл в морозилке, но не заморозился. Он держится очень плотно, хорошо отходит от формочки. Сразу, как достали цветочек, можно наполнять следующую партию. Крем застывший надо подогреть, чтобы он опять был жидкий. Но не надо греть, чтобы стал горячий и испарялась жидкость. Наполняем опять формочки и опять ставим в морозилку. Насчет добавления какао-масла, крем очень хорошо и быстро схватывается и отходит от молда, даже если не замороженный. Какао-масло тут служит и как вкусовая добавка, и как дополнение к структуре. Конечно, вы можете заменять продукты, ингредиенты, менять, экспериментировать. Я делюсь конкретно таким рецептом, который мне нравится и по вкусу, и по структуре. Если вы любите крем-чиз, добавляйте вместо маскарпоне крем-чиз. Конечно, у вас поменяется вкус, так как крем-чиз он более соленый, а сыр маскарпоне более нежный. Если вы не добавляете какао-масло, у вас масса получится более нежная. Тогда надо подольше замораживать. Вместо какао-масла можем добавить больше белого шоколада. Но это тоже повлияет как и на вкус, так и на структуру. Но это, конечно, не мешает вам экспериментировать. Кремовые цветы я не советую хранить долго, хоть хранить их можно. Можно упаковать плотно в какой-нибудь контейнер, закрыть плотно крышечкой, поставить в холодильник. В холодильнике в таком виде мы можем хранить примерно 3 дня. Дольше я не советую, так как со временем влага испаряется, и в таком контейнере выходит влага из цветка, испаряется, но остается в самом контейнере. Если будем держать дольше, то цветок начнет покрываться плесенью.
Если держать без контейнера, влага испаряется, цветок будет высыхать и поменяется визуально, и на вкус, конечно, тоже поменяется. Тут я приготовила два варианта. В один цветочек я добавила глицерин, пищевой глицерин, а во второй цветочек я не добавляла. Тот цветочек, который справа от вас, он более такой светлый, желтый, я не добавляла глицерин. А второй цветочек слева от вас, он более яркий, желтый, к нему я добавила пищевой глицерин. Если у вас нету, вы, конечно, можете не добавлять пищевой глицерин. Но если у вас есть, то я советую добавлять. Глицерин нам дает эластичность. Он удерживает влагу. Цветочек более долгое время остается нежный, свежий, как визуально, так и по вкусу. Тут на видео, насколько может камера передать, это видно, что тот цветочек, который с глицерином, он более блестящий, более эластичный. А тот цветочек, который без глицерина, да, он тоже красивый, тоже как бы блестит, но не настолько. В жизни это отличие более видно, чем передает камера. Поэтому, если есть глицерин, то обязательно добавляйте. Можно так упаковать, заморозить, и потом замороженный цветок, отдельно каждый цветочек, плотно завернуть в пищевую пленку и поставить обратно в морозилку. В морозилке мы их можем хранить примерно месяц, но все же я не советую слишком долго хранить. Я люблю вот эти кремы, когда они только приготовленные, примерно 24 часа. Свежие, нежные, вкусные. После разморозки с цветочком вообще ничего не происходит. Достаем, в холодильнике размораживаем, он остается такой же самый нежный, эластичный, ничего не поменяется. При комнатной температуре такие цветочки тоже, они не тают. Конечно, если поставить на прямые солнечные лучи, то цветочек станет очень мягкий, нежный, но не растает, как обычный крем. Мед выделяет маракуйю, маракуйя становится более яркая. Цветочки получаются не просто желейные, но с таким нежным кремовым вкусом. Но в любом случае, как и любой рецепт, это на любителя. Такие цветочки, конечно, не подходят как основной десерт. Это декор. Декор на торт, декор коробочку для макаронс. Такие цветочки можно готовить в любых оттенках. Наливать два цвета, мешать, делать вот такие переходы цвета. Когда делаете цветы с переходом, тогда они получаются более такие даже естественные. Отдельно я сниму видео и покажу, как можно готовить такие цветы с разными начинками. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, рецепты, эксперименты. Всем пока!